Миллионер, я тебя приветствую на этом канале, и мы продолжаем разбирать 7 навыков высокоэффективных людей. Навык шестой. Достигайте синергии. Принципы творческого сотрудничества. Когда сэр Уинстон Черчилль был призван возглавить военные действия Великобритании против фашизма, он сказал, что вся его жизнь готовила к этому часу. Точно так практика применения всех остальных навыков готовит нас к навыку достижения синергии. Синергия представляет собой деятельность самого высокого порядка, подлинную проверку и проявление всех остальных навыков, соединенных вместе. Высшие проявления синергии возникают тогда, когда мы сталкиваемся с самыми трудными проблемами в жизни и фокусируем на них 4 уникальных свойства человека. Мотивацию «выиграл-выиграл» и навык эмпатической коммуникации. Результаты этого сродни чуду. Мы создаем новые альтернативы, то, чего до сих пор не существовало. Синергия – это суть лидерства, основана на принципах. Это также и суть основана на принципах выполнения родительских обязанностей. Она катализирует, объединяет и высвобождает огромную энергию, заключенную в людях. Все написано выше, навыки подготавливают нас к созданию чуда синергии. Что же такое синергия? Попросту говоря, она означает, что целое больше суммы его частей. Это значит, что связь, существующая между нами, сама по себе является частью этого целого, причем наиболее каталитической, наиболее стимулирующей, наиболее объединяющей и наиболее удивительной из всех остальных. В то же время творческий процесс достижения синергии является и наиболее рискованной ее частью, поскольку вы не знаете наверняка, что может произойти и куда он может вас завести. Вы не можете предвидеть опасности и бед, поджидающие вас на этом пути. Чтобы отправиться в дорогу, повинуясь духу приключения, открытий и творчества, нужна огромная уверенность в себе. Вам без сомнения придется покинуть свой удобный биовак и окунуться в нечто совершенно новое и неизведанное. Вы станете следопытом, первопроходцем, вы откроете новые возможности, новые земли и континенты, и другие люди смогут последовать за вами. В природе синергия присутствует повсюду. Стоит посадить два растения близко друг к другу, как корни их переплетутся и улучшат качество почвы, так что оба вырастут гораздо более сильными, чем если бы росли порознь. Если связать два деревянных бревна, то они выдержат нагрузку, значительно превышающую сумму их возможностей по отдельности. Целое больше суммы его частей. 1 плюс 1 равняется 3 или даже больше. Наша задача заключается в том, чтобы применить принципы творческого сотрудничества, которые мы учимся у природы, к человеческим отношениям. Масса возможностей для наблюдения и практического применения принципа синергии представляет семейная жизнь. Сам способ, который мужчины и женщины дают жизнь новому человеку, является примером синергии. Суть синергии заключается в том, чтобы ценить различия, уважать их, совершенствовать сильные стороны и компенсировать слабые. Синергетическая коммуникация. При синергетической коммуникации вы просто открываете свой ум, сердце и средства самовыражения навстречу новым возможностям, новым альтернативам, новым вариантам. Может показаться, что тем самым вы отказываетесь от навыка 2, начиная представляя конечную цель. Но в действительности вы делаете обратное. Вы ему безусловно следуете. Вступая в синергетические отношения, вы не знаете точно, чем все закончится и к чему вы придете в конце. Однако у вас есть внутреннее чувство радости, безопасности и приключения, сопровождаемое уверенностью в том, что все будет значительно лучше, чем было раньше. Именно это и будет мысленно представляемой вами конечной целью. Вы начинаете с веры в то, что все участники коммуникации смогут, благодаря взаимодействию, глубже проникать в суть вещей, и что радость этого взаимного обучения и постижения даст мощный толчок еще большему познанию и росту. Многие люди никогда не испытывали даже умеренной синергии ни в своей семейной жизни, ни в отношениях с другими людьми. Они были запрограммированы на оборонительную или покровительскую позицию в общении, или же выросли с убеждением, что никому нельзя верить. В результате они никогда по-настоящему не откроются навыку 6 и заложенными в него принципами. В жизни я следую Святому Завету, в решающих делах – единство, в важных делах – разнообразие, во всех делах – великодушие. Джордж Буш.